Утро доброе. На днях я посмотрела фильм интересный «Авраам» 93-го года. Потом перечитала «Бытие» все, что касается жизни Авраама, его жены, его... Это не любовница, кстати, очень интересный факт, что Авраам настолько любил Бога, настолько поклонялся Ему, настолько твердо верил Ему, что он и, соответственно, любил свою жену Сару. Но единственное, за что он боялся, это за свою жизнь. И когда он путешествовал и был в земле египетской, он решил ввести в заблуждение египтян, чтобы не погибнуть. Потому что Сара была жена красивая, женщина очень красивая видом своим, внешностью, фигурой. И он боялся, что его убьют, что были такие... у племен такие были традиции народов, что если жена очень красивая, нужно отобрать эту жену, а мужа нужно, соответственно, убить. Так же самое случилось, кажется, с Авимелехом, еще с одним народом. Не только египтян. Это то же самое было и тоже собрали, и он хотел взять себе ту Сару. Но я так поняла, что у них не было ничего, ни египетского царя, ни Авимелеха. Или как его там... не важно. И получается, Бог показывает, что... У меня еще в жизни тоже есть такой пример. У моей тети родной тоже у них были прекрасные отношения, но он женился на другой. И получается, когда он приводил своих сотрудников, он в институте преподавал, политехническом, то он почему-то рассказывал, что моя тетя — это ему сестра, а та женщина, которая ему родила потом ребенка, получается, они недолго жили, он ушел, опять вернулся к моей тете, то она, получается, его жена. Вот так получалось. Для чего это делалось? Это как бы честь. То есть отец имеет сына, а сын, соответственно, мать — это есть жена. Мать сына есть жена. Такая честь. Вот. И когда умерла его мать, это, наверное, мама его научила, бабушка научила его так говорить, то некоторые знакомые общие, например, были очень удивлены, меня спрашивали: так твоя тетя — это не сестра, это жена? Они не были расписаны. Получается, что вот я всегда провожу параллель, вот как такое у меня мысли такие, что Сару Авраам как бы... в фильме показано, что он очень волнуется, он переживает, что она попала к этому египетскому царю, он переживал за свою жизнь, он там сидит под этим его дворцом этого фараона и выслеживает, и хочет ее украсть. Вот такой какой-то такой вот показывается в фильме. Понятно, что-то здесь не то. Вот. Вот они боялись за свою жизнь, что их убьют. Такие вот, да, такой был в свое время, такая была, так сказать, страх был, потому что люди ничего не боялись, ни Бога, никого не боялись. Они творили все, что им угодно было. И Давид тоже приказал же Урию поставить там, чтобы он погиб. Муж Версавии, его возлюбленный, он же косвенным образом он его убил. Вот это такие традиции. То есть и Давид знал Бога, он молился и искал его, и взывал псалмов, сколько его написано вот по этим псалмам. И, конечно, хочется рассуждать. Но я просто хочу говорить сегодня, сейчас, в данный момент, я хочу говорить о том случае, в котором написано, что Бог искусил Авраама. Сказал: иди и принеси жертву твоего сына. Вот, того сына, которого он завещал ему дать, и
и не сразу давал, потому что почему Сара ждала наследника, не могла родить, хотя обетование, что через Авраама произойдет великий... Нет, он благословит все народы, там Бог обещал очень много, а наследника нету. Авраам же говорит, это будет Елизер, может, это мой будет наследник, а Бог говорит, нет, не Елизер. Ну, и Сара уже сама осуетилась и сказала, вот моя служанка Агарь, египтянка, возьми ее. И Авраам соглашается. Вот, ну и там уже происходят какие-то моменты, когда Агарь так начала тщеславиться, что вот она нравится, видно, Авраам тоже разжегся на ней, видно, Сара ревновала, получается, она дала ему женщину, чтобы он только зачал ребенка, потому что Сара, видно, была бесплодной, да, получается, видно, ну там в фильме показано все красиво, что он любит Сару, что он получается верен ей. Но она все равно ревновала. И она приказала, Агарь приказала ее, чтобы он выгнал с сыном Измаилом, чтобы он выгнал эту Агарь. Вот. Потому что, она уже подумала о наследнике, это уже когда родился Исаак. Но она так ее презирала, настолько презирала Агарь, презирала Сару, что Сара приказала, что Сара начала ее давить, и та убежала, но потом вернулась. Потому что Бог ее встретил и сказал, что произведу великий народ от тебя, вот, от твоего сына. Вот такая ситуация интересная. И получается, что когда Бог искушал Авраама и говорил, иди убей принеси в жертву мне своего сына, Авраам, конечно, в фильме показано, что он, конечно, плакал, Господи, нет, а в книге он послушался и пошел. В Библии написано, что он послушался и пошел. И получается, что как же размышлять по слову? Ведь в Иакова написано, что Бог никого не искушает. Бог не искушает никого злом. А тут, получается, Бог искушал. Он отправил Авраама убить своего сына. Конечно, вот говорят, что на этом месте, где был принесен в жертву, чуть-чуть не был принесен в жертву Исаак, потом был распят Иисус Христос. Я хочу сказать, что дело в том, что это все не случайно. Ведь пережить такую трагедию, как потерю сына, и, между прочим, уйти убивать его, и Исаак знает, что отец хотел его принести в жертву, что отец шел его убивать. Но это, конечно, очень тяжело, правильно? То есть ребенок уже, действительно его уже положили на жертвенник, связали ноги, руки. И, безусловно, это на всю жизнь какое-то пятно. И недаром потом говорится, что когда Исаак уже женился, Ревеку привел ему раб с его места, с места родины отца Авраама и Сары. Они же, между прочим, брат и сестра родные. Авраам и Сара – брат и сестра. Получается, что у них только разные матери. У Фары было 2 жены. И получается, что Авраам женился на своей, даже не сводной сестре. Это не сводная сестра. Общий отец. Вот. И написано, что Исаак утешился по смерти матери. Потому что, когда уже женился на этой Ревеке, вот, он утешился по смерти матери. Но явно было, что, конечно, осадок, вот я так и делаю выводы, что осадок от того, что
что Авраам хотел убить Исаака, он остался. Это печально. И как часто мы тоже так озлобляемся друг на друга, что желаем смерти. Да? Проклинаем. Да я тебя убью, или там, или в сердцах что-то такое, вот такое, да лучше бы он, ну, бывает же такая ненависть внутри. Вот. А тут сознательно шел, ну, Бог сказал, ну, для человека это мало что значит. Бог сказал убить, и он пошел убивать. Вот. Но написано, что поверил Авраам Господу, и это менилось ему в праведность. Такая вера менилась ему в праведность, понимаете? Ну, у нас, конечно, убийств происходило очень много. После того, как Иисус был воскрес и распространялось Евангелие по всему миру, христиане не гнушались, убивали ради идеи, и это считалось, что они таким образом служат Богу. Вот такое отношение к убийству. Но все-таки открывается, что такое вот это вот требование Бога убить Исаака. Еще один момент в жизни. Получается, Агарь, когда ушла, ее выгнали, и с Измаилом она умирала, и вот у нее было такое отношение, она посадила сына, он уже был без сознания, потому что уже воды долго не пил в пустыне. И она села в другое место и сказала: не хочу видеть, как умирает мой сын. Тоже Бог показывает, как тяжело переносить смерть единственного сына. Как это тяжело переносить, как это трагично. Вот таким образом Бог показывает всю трагедию. Авраам был готов, конечно, принести жертву Исаака. Он послушен был Богу. Он уверен был, что Бог может воскресить его. Но он же хотел его сначала заколоть, а потом сжечь. Вот. И он уверен был все равно, что Бог его воскресит. Понимаете? Но доверял Богу, доверял глазу Божьему и шел на это. Но почему у Бога это совершалось? Это все для нас, для нашего времени, чтобы мы понимали, что грядет. Вчера послушала одного святейшества еврейского миссионерского раввина, который уже исповедует Иисуса Христа. Вот, у него брал интервью там один проповедник, Сидрот, и получается, что он вспоминает, как он умер. В общем, человек что-то... Или говорит, это врачебная была ошибка. Значит, получается, он за 29 дней принял то количество лекарств, которое рассчитывалось на 7,5 месяца, и набрал яда в организм. У него боли начались по всему организму. Он, наверное, я так поняла, обращался, он почему не обращался, непонятно. Ну, в общем, и он отдает свою душу Богу. И вот он рассказывает, что он видит и какие делает выводы. Вот интересно, какие делает выводы. В одну долю секунды моя душа вышла из тела и начала подниматься в духовном измерении. Я даже смог увидеть на диване свое безжизненное тело. Вот интересно, начала подниматься в духовном измерении, и я даже смог увидеть на диване свое безжизненное тело. Думал, он начал подниматься, душа куда-то там что-то видит. Нет, только тело увидел. Ладно. Пришел ангел, и там, в духовном горизонтальном измерении, он начал двигать надо мною своими руками. Я видела его тело. Оно было мощное, славное, сияющее. Я видел, что он обладает властью и огромной силой. Мечтают люди, что они будут такие же самые. Обладать властью и огромной силой. Справа от себя я увидел солнечный яркий свет. Это был тот самый свет в конце туннеля, подобно тем туннелям, какие мы видим с вами в метро. В момент смерти всякая боль, которая так мучила меня, просто отступила. Пришли мир и радость, и у меня вообще не было никакого страха. Но мое путешествие при этом продолжалось. И вдруг я оказался перед небесным престолом. Небесный престол. О чем я говорила? О небесном престоле. Я увидел огненное кольцо. Престол был окружен огнем, огненными кольцами. И надо видеть выражение лица этого человека. Он сидит за столом, рассказывает этому Сидуроту
И у него было такое, знаете, вот изумление или что-то еще. Человеку нечего было сказать. Он увидел небесный престол с огненными кольцами, которые защищали небесный престол. И у него был страх от этого огня, который окружал Бога. А написано, что Бог есть огонь поедающий. Вот о каком небесном престоле говорят, что вот небесный престол, это мы должны оказаться. Что дальше там делать? Вот. Он оказался перед небесным престолом. Это были кольца, уходящие в глубину, они защищали, огненные кольца, они защищали этот престол. Я тут же пал вниз и тут же прикрыл лицо, потому что свет славы, огня, понимаете? То есть люди хотят жить перед небесным престолом, а оказывается, перед ним нельзя глаза открывать, потому что свет славы, огня, он просто настолько яркий, что я не мог смотреть. Он так пишет, понимаете? Вот, так вот какой небесный престол. И это же духовное. А он перед этим говорит, я был поднят до третьего неба. Так, знаете, его как будто этот Сидрот научил так отвечать, потому что оно было не кстати. Третье небо, о котором говорил кто? Павел описывает, что он был поднят или в теле, или без тела. Говорит, я не знаю. И до седьмого неба. Еще до третьего неба, до седьмого неба. Так о каком небе говорит Бог? Я рассказываю, что до нас были люди, мы не первое человечество. До нас тоже спасались, подобные нам жили и живут. Бог экспериментировал, может нет, но повторяются судьбы, понимаете? Расширяется земля, возможно. Но вот это и есть небо. Третье небо – это жизнь до нас, я не знаю, или это первая, вторая, третья жизнь, или наоборот, с какой стороны считать, до седьмого неба. Вот о чем говорит Бог. И вот в Псалме об этом хорошо написано. Да боится Господа вся земля, да трепещет пред Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось, трепещет все живущие во вселенной. Понимаете, есть земля, жители земли, и трепещущие во вселенной. Да. Вот, и когда в 150-м псалме тоже описывается небеса небес, о чем идет речь? О святых. И это не достигается так вот просто нам подарок. Мы сами должны строить отношения, мы сами должны освящаться. Понимаете? И когда вот это описывается, как он был поднят, как он говорит, до третьего неба, он видел небесный престол, так до третьего неба и небесный престол, определись уже. Он не мог там находиться, он не мог на это смотреть, он закрыл глаза. И он говорит, постоянно, когда нахожусь в Божьем присутствии, я прикрываю глаза руками. Я лежал перед Божьим престолом и видел лицо его Господа и его ноги. Лежал, закрыл глаза, видел лицо, закрыл глаза, но видел лицо. Значит, он в духе видел. Это не было путешествие во Вселенной. Это у него было видение. Он видел реку, которая описана в Откровении. Река жизни, это Слово Божие, это образ. Очень чистая река была. Это образ для нас. И кристаллы на дне лежали. Это тоже образ для нас. Что в Библии есть кристаллы, в Библии есть, что такое Царство Небесное. Мы ищем, находим что-то интересное в Слове Божьем и размышляем по нему. Вот это поиск Бога, вот это вечный поиск Бога, вечное Слово, которое открывает нам истину, живое Слово. Река жизни, которая описана в Откровении. Там был престол, было море, тоже это все описано в Откровении. Это духовное видение. Это так мы живем, Бог показывает, каким образом Он нас благословляет, как мы насыщаемся, наполняемся истиной. Вот, и я не буду молкать перед Богом. Бог говорит мне говорить. Потому что люди не понимают, что происходит. У священников паника. Еврейский тоже священник, он проповедовал, что у меня просто волосы дыбом стоят, как он рассказывает. Что будет такой конец света, кошмар. Описывает такие ситуации, там, что мы будем голодать все, что у нас будет нужды, что христиан будет опять сидеть в тюрьме, рассказывать нам, что это, паника у людей. Паника. Я рассказываю тоже, так как все будет в жизни меняться, катастрофа. Действительно, если не будет рождаться дети, то будет для многих катастрофа, да? Для многих отраслей будет катастрофа. Сколько
заняты людей в обслуживании детей, учителя и так далее, понимаете? То есть многие профессии просто исчезнут. Да, это катастрофа, это трагедия. Возможно, от того, что мы не говорим об этом, а мне было понимание, что в той церкви, куда я ходила, якобы благословенная церковь, у них тоже была открыта реинкарнация, но нет, этого отреклись. Они живут своей жизнью. Вот тот, который открыто был открываться, он уже онкобольной, понимаете, и не говорит об этом. Мне сказано было, он тоже верит в реинкарнацию, они меня выгнали с церкви, он остался в той церкви, но он уже онкобольной, понимаете. Он отрекся от истины. Это страшно, молчать, когда что-то открыто. Потому что человечество гибнет и не понимает, что происходит. Потому что действительно истина очень сложная. Детей не будет. Понимаете, очень сложная истина. Для многих это же, наследники. Кто-то хочет... это сложно. Я, например, тоже не могу в своем обществе об этом говорить открыто. Я только вот так вот говорю только. Кому не скажу, все абсолютно меня не понимают. Некоторые понимают, соглашаются, что земля переселена, что не может так наполняться постоянно земля, постоянно рождать, так не бывает. Понимаете, люди мудрые понимают, что так и есть. Вот такая откровение об Исааке. Почему Исаак не убил Иакова? Потому что Бог сказал, что будет умножение. Но для чего Бог побудил его убивать Исаака? Для того, чтобы мы понимали, что нас ждет. И мы выбирали, или смотреть, как сын погибает, ребенок твой, или все-таки, чтобы он не рождался. Вот такой надо сделать выбор. Будьте благословенны.